Дорогие львы, для вас январь 2026 года – это месяц, в котором нет необходимости доказывать силу. Январь создает ситуацию, где за вас говорит не яркость, а вес ваших решений. Внешне может казаться, что мир движется медленно, что усилия не получают скорой реакции. Не тревожьтесь понапрасну, время для действий обязательно настанет. Доминирующий Козерог в первой половине месяца задает жесткие правила, связанные с ответственностью, словом и репутацией. После 20 января, когда Солнце начинает движение по Водолею, фокус постепенно смещается на взаимодействие с людьми. И здесь важно помнить, сила этого месяца в том, чтобы выстроить правильные отношения. Давайте подробнее разберем этот месяц и начнем с первой декады. И первое важное событие – это полнолуние в Раке 3 января. Для вас оно не создает проблем, как для чувствительных знаков, но Лев ощущает, что часть нагрузки держится исключительно на его плечах. Этот перегруз проявляется не через эмоции, а через физические и психические сигналы. Раздражение, снижение концентрации, потребность побыть в спокойствии. Для вас это сигнал, но важно понимать, что это не слабость, а возможность разобраться, где расход энергии был избыточным, где обязанности перекладываются на вас автоматически, а где можно делегировать или пересмотреть подход. Кроме эмоциональной и внутренней составляющей, первая декада насыщена влиянием Козерога через Меркурий и Венеру. Эти планеты могут оказывать давление через сроки, обязанности и проверку репутации. Но для вас это даже плюс, поскольку формируется ваш вес и авторитет. И даже если внешне все тихо, окружающие наблюдают и оценивают, а это фундамент будущего признания. Не забывайте прислушиваться к самочувствию, не игнорируйте усталость и раздражение. Смотрите на это как сигнал снизить избыточный контроль. Честно оценивайте свои возможности и не пытайтесь быть сверхчеловеком. Скажу честно, первая декада не дает внешних побед, но она закладывает в вас силу, которая понадобится во второй декаде. Это лишь первый шаг укрепления ваших позиций. Во второй декаде особое значение имеет новолуние в Козероге 18 января. Оно прямо задает вопрос, на чем строится ваша позиция и влияние, и какие шаги приведут к стабильному результату. Для вас это может проявиться через решение взять на себя серьезные обязательства или выбрать новый формат работы. Помните, что во второй декаде важно держать слово, оценивать риски и выбирать путь с наибольшей перспективой. Не поддавайтесь импульсам и не торопите события. Люди начнут замечать вашу надежность и прагматичный ум. Подходя к третьей декаде января, приходит заметное изменение энергии. После требовательного периода Козерога, который проверял выдержку и способность удерживать позиции, приходит Водолей, знак перемен, свободы и нестандартного взаимодействия. Это не означает снижение ответственности, а скорее смену формата работы. С переходом Венеры и Марса в Водолей постепенно открываются новые возможности через коллектив, партнерство и контакты. Лев, который привык полагаться на личную силу и харизму, теперь сталкивается с необходимостью учитывать других, слушать мнения и принимать обратную связь. Это время проверяет вашу способность сохранять лидерство без давления и манипуляций. Плутон в Водолее усиливает ваш внутренний фильтр. Поверхностные отношения и контакты теряют влияние. А вы можете заметить, что люди, на которых раньше опирались, перестают быть опорой, а новые контакты требуют другого подхода, равноправного и продуманного. Это период, когда Лев учится влиять через видение ситуации, не применяя силу или власть. Марс в Водолее добавляет динамики и активности, а Венера – возможности для налаживания отношений и поиска союзников.
В третьей декаде могут появляться неожиданные предложения и контакты, которые на первый взгляд кажутся случайными, но впоследствии оказываются важными. Здесь главное не спешить в принятии решений и спокойно проанализировать взаимодействие. Также это проверка вашей способности адаптироваться. Партнерство и коллективная работа требуют гибкости. Старые подходы к лидерству и влиянию больше не работают. Но вы найдете новые возможности для роста, при этом не теряя собственной позиции и независимости. Не забывайте анализировать партнерство. Отмечайте, кто поддерживает ваши цели, а кто держит вас в зависимости. Сохраняйте лидерство без давления на других. Используйте новые контакты и предложения, но проверяйте их на надежность. Слушайте обратную связь, но не отдавайте контроль над собой. Будьте готовы перестроить подход к взаимодействию, но при этом сохраняя свои собственные границы. Эта декада показывает, что успех льва будет зависеть не только от его личной силы, но и от умения строить равные и стратегические связи, использовать коллективную энергию и вовремя видеть, где необходимо быть гибче. Конец января приносит ощущение внутреннего спокойствия. Вы понимаете, что путь выбран верно, даже если внешние результаты пока еще не проявились полностью. В этот период формируется фундамент для будущих перемен. Влияние растет, укрепляется ваша репутация и открываются перспективные возможности, которые в феврале и марте начнут активно проявляться. А в итоге январь 2026 года для льва – это укрепление ваших позиций и подготовка к росту. Месяц начинался тихо, с внутренней переоценки, анализа ресурсов и выявления слабых точек. Первая декада показала, не все зависит от внешнего воздействия, и настоящая сила проявляется через умение удерживать позицию, экономить энергию и распределять нагрузку. Вторая декада закрепила стратегический подход. Новолуние в Козероге 18 января обозначило ключевые точки, что станет фундаментом успеха на ближайшие месяцы. Вы приняли решения, которые могут быть незаметны окружающим, но заложили основу для стабильного роста и авторитета. Это время, когда нужно было выбирать долгосрочную перспективу вместо мгновенного признания. Третья декада показала работу через партнерство, коллектив и новые контакты. Лев научился сохранять влияние без давления, выстраивать равные отношения, видеть скрытые механизмы в окружении и использовать возможности, которые приходят через взаимодействие с другими. Энергия этого периода помогла вам усилить стратегический потенциал, расширить поле влияния и подготовиться к будущим действиям. Помните о главном. Не тратьте энергию на доказательства и демонстрацию силы. Работайте на перспективу, даже если мгновенной отдачи нет. Сохраняйте баланс, поддерживайте здоровье, чтобы быть готовым к активному росту. Внешние успехи придут, но позже, хотя уже сейчас вы ощущаете внутреннюю силу, уверенность и готовность к масштабным переменам. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Также не пропустите гороскоп для Льва на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!